Если это видео понравится вам, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и задавайте вопросы в комментариях. Я с удовольствием отвечу на них. Мамочки, у которых детки с ДЦП с 1 класса и до окончания школы, это видео важно для вас. Здравствуйте, меня зовут Яна, и у меня есть сын, ему 20 лет, и у него ДЦП. Это мое второе видео. В первом видео я рассказывала, как мой сын развивался от рождения и до школьного периода. Сейчас я буду продолжать его развитие, расскажу, как он пойдет в 1 класс и закончит школу. Итак, начнем. Садик позади, и Дима выпускается из садика 8,5 лет. Мы идем в 1 класс. 1 класс нас встречает не сильно с распростертыми объятиями, так как учителя абсолютно не знают, что с нами делать. Самое трудное было устроить Диму в обычную школу. Если вы уже сталкивались с такими вопросами, то вы знаете, что чтобы пойти в школу, существует такая, как педагогическая комиссия. На этой комиссии вам позволяют или не позволяют идти в школу. Так вот, когда мы приходим на педагогическую комиссию, она нам говорит «нет». Показывают нам путь к интернату, к спецшколе, но только не в обычную школу. Они говорят «нет», я говорю «да». Такое противостояние было где-то на протяжении нескольких периодов. То есть я приходила, они говорили «нет». Я воюю с ними. И так воевала. Результат этому нам разрешили на год пойти в школу. То есть, если вы смотрели впереди видео предыдущее, я рассказывала, что даже в садике, в центре, везде мы шли экспериментально. Здесь произошло то же самое. В школу нам дали разрешение на 1 год. В школе, когда мы пришли, учителя были в шоке. То есть дети с ДЦП еще не шли тогда в школу в обычную. Мы были где-то там в первых рядах. Мы рисовали клетку такую огромную. Руки в этот период у Димы не работали. Дима не ходил сам. Речь была плохая. Но умственно он развивался нормально. Итак, мы пошли в 1 класс. Пошли индивидуально. Индивидуально это значит, что ваш ребенок находится в школе, но находится тет-а-тет с учителем наедине, да, то есть получается не в общий класс идет, а назначают ему предметы, полностью расписание, но он приходит в школу и занимается с учителем без класса. Сейчас в нынешнее время детки занимаются онлайн очень много, занимаются на дому. Так вот, что я хочу вам сказать. Если перед вами будет такой стоять выбор, вы будете ходить в школу или будут преподаватели приходить домой? Большой мой совет вам. Ходить надо в школу. Мы ходили в школу всегда. Мы ходили в мороз, снег, пургу, дождь. То есть это только укрепляло характер Димы. Потом, что еще такого хочу вам сказать? Во-первых, хочу сказать спасибо большое нашим учителям, директору нашей 64-й школы и педагогам. Инна Николаевна, наша классная руководительница, которая научила не только Диму знаниям, а она научила деток с его класса, в который он не ходил, относиться к Диме как к обычному ребенку. Звали его на праздники, иногда он пересекался со своими детками и сидел в классе на каких-то уроках.
и пусть он робел там, немножко ему было неудобно, но детки эти привыкали к нему, и это ему давало силы, они знали, что есть Дима, и что тут плохого, да, то есть сейчас этих деток уже много в классах, а тогда это, ну, для деток это было как-то в новинку. Очередная моя подсказка для родителей в такой период, ну, в такой возраст, там 8-9 лет. В обычной жизни обычные дети, они в этот период учатся кататься на велосипедах, учатся на роликах кататься и так далее. Если наши детки, они не могут этого делать, то я прям бы обратилась к вам с советом таким. Знаете, у наших деток есть день рождения, Новый год, под елку и так далее. Не забудьте ему, вашему любимому ребенку, купить обычный двухколесный велосипед. Да, сейчас новый век, и многие могут позволить себе тренажер лишний купить, но обычный велосипед неходячему, плохо держащему голову ребенку в этот период даст веру в себя, понимаете? Вот пусть ваш ребенок не держит там лишний раз где-то чуть-чуть слабее голову, руки слабее, ноги не работают. Поставьте в комнате этот велосипед, под боковые колесики поставьте тапочки, такие, знаете, мужские большие тапки, пенки такие вот. Таким образом приподнимется заднее колесо, и ребенок сможет крутить педальки. Эти педали он будет крутить всегда. То есть, хочешь смотреть мультики, крутишь педали. Кино, за компьютером что-то смотреть, крути педали. Велосипед обычный, он перестанет его стесняться. Во-первых, он накачает свои мышцы. Привязывайте ножки. Приспосабливайте различные сиденья, место сидушки, которые на велосипеде, чтобы ему было удобно, и чтобы он держал себя на этом велосипеде. Поверьте, ваш ребенок может не ходить, но это для него будет способ передвижения. Да, есть сейчас трехколесные такие взрослые велосипеды, но мы выходили на улицу, он за зиму научился ездить на этом велосипеде, на месте прокручивая педальки. И когда мы вышли на улицу, Дима ехал, а сходил с велосипеда не идет. То есть, представляете, как его это поднимает, что он по улице едет на велосипеде, да, то есть морально поднимает ребенка. А второе такое правило для мам, которая подсказка от нас, да, уже прошедших этот путь, это ортопедическая обувь. У нас в Украине ее дает государство. То есть оформляешь документы, карту реабилитации, и там записывают, что вам положена обувь, стельки, например, если касается ножек, да, или каких-то других приспособлений. Ортопедическую обувь нужно носить всегда. То есть сделали ее по размерам ножки, и вы носите ее всегда. Не смотрите, что это некрасиво, не смотрите, что кто-то на вас не так смотрит. Сейчас ее делают довольно красивую, и не стесняйтесь, пусть ребенок носит, пусть стирает ее там на бок, не имеет значения. Пусть ее носит, это даст устойчивость ножки вашей, он не будет заваливаться, не будет сгибать коленки, где-то приседать лишний раз, то есть это важно. Ортезы, татура, все это надо носить. Это не просто придумал ортопед. И если вы не оденете своему ребенку дома, да, в домашних условиях, то только вы будете знать об этом, что вы не одели. Значит, вы чего-то не додаете. Это надо одевать и носить. Еще хочу сказать про спортивные подарки. Почему сейчас это говорю? Потому что как раз в этот период, 7, 8, 9 лет, 10 лет, ребенку нужны, то есть он хочет уже подарков таких, уже осознанно, да, он уже загадывает, что он хочет. Поэтому научитесь своему ребенку делать спортивные подарки. Знаете, какой-то мячик спортивный, какие-то канаты там,
шведской стенки, там приспособления для ручек и так далее. Ну и плюс там сладенький подарок, какая-то там шоколадка, конфетка или еще что-нибудь такое, да. Это научит вашего ребенка потом в дальнейшем, когда у него будут уже, он повзрослеет и будут свои какие-то деньги карманные, он научится делать себе такие же подарки, нужные, полезные для него. Также важно заниматься по расписанию. Нет, не заниматься, а жить по расписанию. Расписание, у меня есть там видео именно по расписанию Димином на нынешний момент. Может, оно сейчас сложное для вас, ну, подумайте, что нам 20 лет уже, да? Но это когда ребенок с маленького возраста, с самого маленького, или хотя бы начиная с 1 класса, научится жить по расписанию. Подумайте только на минутку, какой график должен быть у этого ребенка. Ему надо успеть школьную программу освоить, ему нужно успеть в школу пойти, да? Но самое-то важное – это реабилитироваться, поэтому центр реабилитации – это очень важно. Вы его не бросаете. Кто приезжает, например, в какие-то большие города раз в полгода на реабилитацию, это значит, что вы получили там знания, не просто получили, записали их в тетрадку, и на протяжении полугода вы дальше дома прорабатываете это все, да? То есть центры реабилитации всегда остаются. Вам необходимо идти разработки, логопеды, разные тренажеры, которые есть в центре реабилитации. Самое важное, вам остаются нужны реабилитологи. Самый важный процесс – это реабилитологи. Учителя – это школа, это знание. А вот реабилитологи, никто вам не даст такого знания, как реабилитологи. Я знаю многих родителей, которые начинают ходить в школу, бросают центры реабилитации и начинают искать каких-то частных там мануальщиков, частных там педагогов. Нет, комплексный центр реабилитации вам необходим. И еще там же тоже коллектив, да, и там же тоже праздники какие-то для ребенка. Если вы будете ходить индивидуально в школу, то коллектив – это очень важно. Мы с Димой продолжали 2 раза в год ездить в санаторий. Всегда мы ездили. Но на этом я хочу немножко остановиться, так как не только вопросы были по школе, были именно на развитии Димином, ну, просили вот именно останавливаться на развитии Димином в этот период. Что такое санаторий, когда твоему ребенку уже, там, например, от 9 там, до, ну, скажем, там, до 14 лет, да? Это уже не просто санаторий для мамы, чтобы отдохнуть. Это такой труд, который научит вас в этот период стать друзьями. Ну, если вы не стали до этого времени с ребенком, вы должны это время провести максимально продуктивно. То есть в санатории вы должны научиться с ребенком дружить. Потому что дом, школа и так далее вам не даст этого момента. Вот. А санаторий вы тут именно вдвоем находитесь. И поэтому там не перелаживайте свой труд на педагогов, там, которые там есть, да, на тех людей, которые заниматься будут там в санатории с вашим ребенком. А именно переложите на себя, но если есть в расписании свободное время, вот тогда и вы проведите с пользой. Поедете там где-то, ну, на экскурсию и так далее. Но именно вынесите то, что вы приехали с санатория, привезли какое-то новое продвижение в своем ДЦП. Да? То есть вы поехали не просто так. В малышковой школе у вас обязательно будут какие-то взгляды со стороны. У нас были и обидные слова иногда были взгляды, кто-то мог там глянуть не так, кто-то толкнуть, кто-то не пропустить на лестнице и так далее. Но совет мой такой, ну даже взгляд такой на эту ситуацию. Вы знаете,
Есть такая пословица: все, что нас не закаляет, не убивает, делает нас сильнее. Так вот, именно вот это и делает наших детей сильнее. Им немножко тяжелее будет приспособиться в этой жизни. Так вот, такие моменты не ограждайте от этого, не надо. Оно поможет им реабилитироваться дальше. Так постепенно мы закончили 1 и 2 класс. Я все время находилась рядом. Сидела рядом на задней парте где-то, где-то там на маленьких стульчиках. В общем, находилась рядом, бросив все, то есть поставив на кону именно школу. Да, может, кому-то это сложно, но это дает свои плоды. Вот то, что вы влаживаете, вот как раз вот к концу малышковой школы, это 4 класса, вы уже увидите вот эти плоды, понимаете? Вы сеете, и потом вы увидите, как ребенок начнет вам отдавать это. Он станет организованней, он станет умней на порядок, старше на порядок. И, конечно, у него будут большие продвижения в его движениях, в его жестах, в развитии умственно. То есть это много значит, сколько вы сеете, да, вот это. В 2010 году Дима пошел в 3 класс, и это был особый такой год. В 2010 году, во-первых, Дима у нас пошел. Он наконец-то оторвался от маминой руки и стал шагать сам. То есть такой прогресс. Диме было уже 9 лет, полных 9 лет, и он пошел. Поэтому, если вы еще расстраиваетесь, что ваш ребенок не пошел, и пусть он пошел в 9 лет, но он же пошел. И пусть он в 11 пошел, но он же пойдет. К этому надо стремиться, делать шаги, пахать так, как вы никогда в жизни не пахали. Знаете, в предыдущем видео я не сказала такую фразу, а все время над ней думаю. Знаете, мы мамы, вот этот период с самого рождения и до нынешнего момента, ему 20 лет, я могу сравнить с таким полем и плугом. Вот этот плуг, он просто, вы в нем запряжены. Может, кого-то это напугает, а может, кто-то подготовиться к этому, знаете. И у вас нету другого выхода, как спахать это поле. Взять, запрясться и спахать это поле. И когда вы спашете это поле, тогда вы поймете, что вы уже что-то дали своему ребенку. Потому что сейчас уже, когда ему 20 лет, я встречаюсь, мы ходим в бассейн, и я вижу таких родителей, которые то поле не вспахали. А ихним детям сейчас и 30 лет уже, и они уже такой возраст у родителей, и они носят своих детей, носят. Вспомните, что Диме давали 1%, что он пойдет. И он ходит, понимаете, ходит. И ваш пойдет, обязательно пойдет. Так вот, вернемся к 2010 году. Почему мой Дима пошел? Был повод пойти. Потому что в 2010 году у Димы родилась сестренка, Настенька. Это его сделало такой толчок, что ему нужно ходить самому. Носить-то я его уже не могла. До этого момента было все, как и у вас. То есть я заходила в маршрутку и выпадала с нее с Димой на руках, потому что Диме 9 лет, а у него ноги длиннее по моим волочатся, да, то есть я запутываюсь в его ногах и падаю. Добегаю с ним на руках, доношу его до остановки и так далее и тому подобное. И в какой-то период мы поняли, я с ним поговорила, что я носить не могу его. Или будет у нас сестричка, или и Дима пойдет, или не будет сестрички. Дима это взял себе на вооружение и пошел. То есть Дима трудился усиленно, он пошел. Он, конечно, рассказывается и сейчас, уже ему 20 лет. Ходит он шатковато так. Но ДЦП у него такое, называется ДЦП смешанной формы. То есть дети, люди, да, с таким ДЦП вообще не идут.
сильная разболтанность, такая, знаете, вот прям чересчур расшатанность в бока. Помимо мышечного тонуса, слабых мышц, то есть с такой расшатанностью люди не идут. Но он пошел в 9 лет. Сестричка у нас росла, и она стала ему настоящим другом. Это для тех мамочек, которые звонят мне по мессенджеру и спрашивают, и говорят, вот мы боимся вот еще детей заводить. Не надо бояться детей заводить. Поверьте, эта команда непобедима. Мало того, не забывайте, что мы же тоже не вечные, да? Перестрахуйте своего ребенка. Если у него будет побольше братиков и сестричек, ему в этой жизни, наверное, будет немножко проще. Как-то кто-то да поможет, понимаете? Ну, мы-то стремимся, чтобы сами достигать, но перестрахуйте себя и своего ребенка. 1, 2, 3, 4 класс. Это была борьба у нас не просто со школой, с ДЦП. Была борьба с системой. Знаете, я вам говорила вначале, что ему дали экспериментально на 1 год в школу идти, да, то есть посмотрим, как он будет развиваться в школе. Так вот, это длилось до конца 4 класса. Каждый год мы проходили все ВКК, все МСЭКи, полностью и всех врачей. И всегда нам приходилось доказывать, что мы имеем как волю, силу и имеем такую, ну, рвение к знаниям, что пустите нас в школу. Так за нами наблюдала педагогическая комиссия 4 года. И только на 5 класс нам дали разрешение на полностью уже ходить там до конца школы и без всяких вот этих прохождений комиссий каждый год. Поэтому столкнетесь с такой проблемой. Я в данную минуту не знаю, может сейчас и сразу дают, но у нас была такая проблема, пусть она вас не пугает, это все решаемо, и вы справитесь с этим. Всю малышковую школу Дима занимался тет-а-тет с учителем. Я говорила индивидуально. Знаете, индивидуально, пусть это вас вообще не пугает. Ну, вообще. То есть индивидуально. Тут есть, конечно, свои минусы и плюсы. Так вот, что такое минусы? Минусы – это то, что ребенку надо всегда все учить. То есть где-то там увильнуть от урока вот прям вот совсем не получится. А плюсы в том, что все знания свои учитель дает только одному вашему ребенку. Он дает все внимание, хочет донести всю информацию именно вашему ребенку, не распыляясь на весь класс. То есть это тоже такие плюсы хорошие. И пусть учителя где-то там меняются, но вы же не просто так ходите в школу, вы же вырабатываете у него трудолюбие к знаниям. И знаете, научите своего ребенка говорить слово «надо». Вот это слово «надо», оно должно быть на самой верхней ступеньке в вашей комнате, да, как говорится, там, где ребенок у вас находится всегда. Трудитесь. Итак, идем дальше. Новый шаг – это 5 класс. Малышковая школа позади. 5 класс заставил Диму, ну, совсем-совсем уже повзрослеть. Разные учителя, переход с класса в класс, добавились предметы, но со всех этих трудностей у вас есть бонус. Если вы смотрели мое предыдущее видео, я там много рассказывала про расписание. Так вот, если вы придерживаетесь того, что расписание у вас с 1 класса пойдет, это вам поможет уже в 5 классе собирать плоды от своего ребенка. То есть ребенок будет организованный, он не будет бояться этих трудностей. Вам нужно будет не пропускать
такой промежуток, как каникулы. Вот каникулы между классами это не повод совсем отдыхать. Отдыхать он будет тогда, когда полноценно пойдет. И еще возьмите себе на заметку, что ДЦП, оно в принципе-то на 100% ребенок не выходит с этого ДЦП как обычный человек. Все равно какие-то проблемы будут тянуться еще. Но так как он приспособится к этой жизни, и плюс еще возрастные изменения добавят ему уверенности в себе. И некоторые мамы говорят мне всегда, что у меня расписание в голове. Я не могу жить по расписанию. Поверьте, на нынешний момент у меня 3 детей. И жить по расписанию это сложно, но возможно. Ваш ребенок потом начнет отдавать вам все обратно. То есть была агрессия, отдаст агрессию. Был юмор, отдаст юмор. Был труд, увидите плоды. Давайте не будем забывать о таком возрасте, как 11 лет. У кого-то сейчас начинается это с 10 лет. Так вот, с 11 лет у моего Димы примерно до 18 лет был переходной возраст. В этот период иногда была война, то есть мы воевали. За характер он свой показывал, он бунтовал. Дима у меня родился под созвездием Телец. Моя задача была его вот эту упертость всяческими такими способами превратить в упертость к труду. То есть он мог упереться и сказать «я не буду», а мог упереться и сказать «я не отступлю от того, чтобы достигнуть цели». Он мог делать одно движение 30-50 раз. То есть вот эта упертость у него пошла в таком направлении, в хорошем смысле слова, да, то есть для того, чтобы достигнуть результата, он это повернул каким-то образом и достигал своей цели. Итак, в период с 5 класса мы продолжали ездить в санатории. 2 раза в год мы ездили в санатории. Санатории были государственные, то есть мы ездили по государственной программе. Не забывали в декабре записаться на путевку, чтобы где-то летом поехать в санаторий. Да? Летом, межсезонье, эти дети хорошо переносят санаторий. Но санаторий был не для того, чтобы настолько оздоровили. Это вот есть тесное общение с вашим ребенком. Постарайтесь в санаториях в такой период стать ему другом, своему ребенку, и постарайтесь, пожалуйста, вот прям с пользой дела, знаете, то есть если вы едете там на 3 недели, на 21 день, там, да, попробуйте это время провести вот максимально с пользой. Не делайте себе облегчения. То есть вы подумаете, я поеду, все-таки надо когда-то отдыхать. Нет, не надо отдыхать. Отдыхать можно в какой-то период, когда в расписании написано свободное время. Вот свободное время. У Димы не было как таковых каникул. Потому что ДЦП это такая болезнь, заболевание такое, которое мышечную массу не удерживает. Ее надо все время было подкачивать. Особенно огорчало то, когда Дима где-то простуживался, то есть заболевал, да, ну там ОРВИ. Это его отбрасывало в его действиях еще где-то на месяц назад. Там. То есть за месяц он чего-то достиг, какой-то миллиметр вперед прошагнул. И вот когда он заболевал, он
откидывала его это назад по физическим своим данным, да, поэтому точно так же, если вы поймете, о чем я говорю, подумайте над тем, если вы сделаете своему ребенку недельные каникулы, да, то есть вы сделаете неделю каникул ребенку, и потом вы будете, ну, то есть откинетесь назад, передвинетесь назад в своих действиях, поэтому не нужно этого делать. Просто, может, где-то в каком-то ракурсе там в каникулы, то есть меньше там обучение школьное, да, то есть, а физическое, оно должно присутствовать и должно продолжаться. Так Дима продолжал учиться в 5, 6 классе, 7 классе. Несмотря на то, что он плохо разговаривал, руки у него нерабочие были, он научился печатать на компьютере кистями. То есть, если видно, то есть вот так вот переворачивал ручку и вот так вот кистями он печатал. Он научился на компьютере делать всеразличные презентации. То есть свои работы школьные он делал в виде презентаций. И индивидуально занимался с каждым педагогом. И понимаете, вот все эти педагоги, они помогут вам адаптироваться. Даже если вы педагог, то учитель со стороны – это как третье лицо. Они никуда вас не направят, как только в хорошее. Я так считаю. По крайней мере, нам не встречались плохие учителя. Я считаю, что добро, оно несет за собой добро, и вы встречаете добро. Просто помните, что вам никто не обязан, вам никто не должен. То есть мне должны, моему ребенку должны, заниматься должны, государство должно. Все, что должны, это вы своему ребенку даете, понимаете? А остальные, вот они помогают, и спасибо, и пусть им будет хорошо от того, что они тоже делают добро в вашу сторону. Мало того, Дима научился делать всеразличные чертежи. Он делал домашнюю работу с алгеброй, с геометрией, с физики. И это были чертежи всеразличные. Это были в презентации чертежи. Потому что у него-то и выхода другого не было. Донести словами он не мог. С годами учителя научились понимать, что он говорит. Иногда я, как мы говорили, переведите, да, то есть я переводила, что он говорит учителям. Вы все это тоже проходите в школе. Ну, в этом нет ничего сложного. Это ваша жизнь, это повседневный ваш труд по физическому развитию. Значит, так как Дима начал у меня сам ходить, каждый день мы достигали новых успехов. Но этот успех, это значит цель. Успех, он где-то через несколько недель. Снова маленькая такая цель, снова успех через несколько недель. Я говорила в первом видео, что заключайте со своими детьми пари. Дети, они любят на перегонки, они любят азарт, они любят призы, поэтому достигать своих успехов через какой-то пари, да, это замечательно, это просто здорово. То есть заключили с ребенком пари, он вам говорит, чтобы вы научились делать, например, там, не знаю, печь какой-то пирог необычный, там, чего-то еще, там, научиться, а вы ему, и впереди, конечно, приз. Поэтому, и самое главное, это не длительный такой период, это такие маленькие достижения, которые должны длиться до какого-то определенного числа. Например, 20 числа, через 3 недели мы должны достигнуть этих результатов. И вот приз, он как-то мотивирует. То есть все подарки делаются призовые такие, спортивные и призовые.
И ребенок сам себе потом со временем, когда у него будут карманные какие-то деньги, он сам научится себе призы делать в спортивных подарках. Ну, то есть он сам будет себе покупать или там в технике, или в подарках таких спортивных. Прошло время, и в 7 классе мой ребенок уже сам выходил из дома. Он выходил, ключом он еще не закрывал дверь, невозможно это было ему, но он выходил, потихоньку спускался и шел к школе. Выходил всегда на 5 минут раньше, чем я. Я и шла сзади, но не впритык, прям вот рядом. Несла его школьную сумку. Там было 6-7 книг, да, тяжелых, тетради, поэтому сумка была тяжелая, он и шел шатко, мы доходили до школы, подымались, я его заводила в школу, дальше каким-то образом он приспособился сам переходить с класса в класс, доставать книги, ронять их, но поднимать их, там собирался. Может, у вашего ребенка ручки лучше работают. У нас проблема была большая с руками, и сейчас мы трудимся над этим. Руки, ну, слабее у нас. Был весь упор на ноги, чтобы он пошел, чтобы не носить его. Я его оставляла и уходила домой. Парень был взрослый, 7 класс, рост уже чуть-чуть выше меня, то есть высокий, и он приучился с этими детьми. Мало того, к вам привыкнет вся школа, к вам привыкнет ваш дом. Если там у нас многоэтажка, да, к вам привыкнет весь район. Никто не будет, кроме малышей каких-то, которые там еще не понимают, и они где-то там тыкнут там пальцем, вот там пошел такой мальчик. У Димы росла сестра, и мы ее готовили к тому, чтобы она могла ответить этим деткам не грубо, сказать, что у него ножки болят. Мы рассказывали, что Настя, ты же знаешь, как вот достиг Дима вот таких вот успехов, да? То есть некоторым даже не снился такой труд, как над собой работал Дима. Поэтому с гордостью надо говорить о своем брате, да, то есть она с радостью говорила. Она стала ему не просто другом, а такой подругой, которая была рядом, которой не трудно было там зашнуровать ему шнурки, которая помогала ему, которая шла с ним рядом совсем. И такая команда. Сейчас уже я наблюдаю таких деток, наших деток, да, я наблюдаю, у которых рождались сестрички, братики, и они, абсолютно становились друзьями. То есть, прям вот, знаете, братик на там ходулях идет, да, а сестричка рядом поддерживает, открывает ему в кинотеатр двери, и они идут в кинотеатр вдвоем. То есть у меня есть такие знакомые, которые вот так ходят, и мои дети точно так же делают. Не стесняйтесь отпускать своих детей на улицу. Не забывайте, что у вас ребенок, он не просто инвалид, он человек, человечище, он просто человечище, которое несет добро в этот мир. Если вы думаете, что люди смотрят с опаской на вашего сына или дочь, не думайте. Люди смотрят на вас, и как вы сейчас на меня смотрите и думаете, вот этот ребенок смог, и мой сможет. А здоровые мамочки и детки здоровые не смотрят на таких деток, как наши, и думают, если он делает, если он стремится, чего я тогда ною? Мне надо идти вперед и двигаться, лишний раз заниматься, ходить на какие-то секции и так далее. А ваш ребенок в этот момент, глядя на таких
детей здоровых, обязательно со временем начнет больше себя обслуживать, следить, чтобы у него там слюнки где-то не потекли, чтобы где-то рот закрыть, потому что в том плане, что многие открывают рот с ДЦП. Вот у меня Дима, у него такая проблема, слабые мышцы на лице, и вот он все время открывает. То есть детки, они, глядя на здоровых детей, на здоровых людей, они стараются как к социуму приспосабливаться, и они трудятся уже над своей физиологией, не только со своей болезнью, но еще и учатся находиться в обществе. Это тоже важно. Они растут, взрослеют, им где-то украдкой нравится девочка, а девочкам нравятся мальчики, и поэтому им это очень важно, следить за собой. Не обязательно им закрываться, вот у меня там ДЦП и все. Нет, это не обязательно, поэтому и водите их в школу. Пусть смотрят на обычных детей. Это даже лучше, чем просто водить в какие-то только для них специальные приспособленные учреждения. Я считаю, что для этого и существуют обычные школы. Так Дима учился в 64-й школе до 9 класса. Несмотря на все вот эти преграды, на все вот эти проблемы его физические, с речью, с руками, Дима закончил эту школу на высшем уровне. Я вот показываю вам фотографию, где Дима висит на доске почета. И для меня это гордость. Прошло какой-то период времени, он до сих пор висит на доске почета в школе. То есть это для меня это просто высший пилотаж достижений его. Школа это была рядом, я рассказывала, но 10 и 11 мы решили его отправить в 10 и 11 класс. Он, конечно, хотел идти учиться дальше, но в 10 и 11 класс он пошел, потому что снова в нашей семье было прибавление. У Димы появился братик Максимка, это его друг-брат, как он говорит. Разница между ними большая, 17 лет. Есть сестричка, но между старшим и меньшим ребенком 17 лет. Итак, детки, у меня 3 детей. Получается, Дима сейчас 20-летний парень, дочка 11 лет почти, и сын, ему 4 года. То есть вот такой вот промежуток. Но они как одна команда. Такая бандитская команда хулиганов, которые дочкины руки, Димины там мозги, как мы говорим, да, Дима подсказывает, Настя делает, они друг другу передают свои знания, они делятся, они где-то там балуются. Ну, это просто, чем больше команда, тем лучше. Ну, еще что я хочу сказать, что когда вы рожаете еще деток дополнительно в свою семью, да, то есть ваши дети, они вообще никуда не деваются. Они были, есть и будут. И с вами все время они будут. Ну, какой-то, да, там, я не знаю, до какого периода, да. Но вы же даете своему ребенку еще шанс. Понимаете? Мы же тоже не вечные. А наши дети, они уже не одни в этом мире. И это прекрасно. Подумайте над этим. Это такой подсказка для мам, да? Дима пошел 10-11 класс в другую школу. Школа это было далеко, получается, но был такой момент, что к нам приезжали учителя. Вот прям вот дом открытых дверей, знаете. Дима занимался уже сам. У него помимо компьютера был еще монитор, телевизор на стене. Мы сделали так, чтобы было удобно и учителям, и Диме. То есть они занимались индивидуально дома, приходя. То есть спасибо им и большой низкий поклон, что в любую погоду они приезжали, приходили, занимались с ним и дали ему на таком уровне знания, что закончил Дима 11 класс прям вот на очень хорошем уровне. У него только было 2 девятки, все остальные оценки были выше. Не просто так говорю, не просто хвалюсь этим, а говорю это
чтобы вы понимали, что если не рабочие руки, или нету речи, или он плохо ходит, или сидит в инвалидной коляске, не дает ему права, ну, то есть, что забирать у него эту возможность. Пусть он учится, а может он и не будет так хорошо учиться, да? Но он научится трудиться. С ДЦП деткам сложнее в этой жизни, да, то есть у нас они не могут физически работать, ну, практически мало таких детей, которые идут дальше работать физически, поэтому всяческое приспособление к компьютерам в наш век, это, конечно, для них огромная помощь. Алгоритм действий и расписание привело его к тому, что, закончив школу, мы отправляем Диму самого в Киев, то есть в нашу столицу, да, это далеко от нас. Отправляем его туда учиться самого, жить в общежитии и получать профессию. Очень сложно, но возможно. Об этом я расскажу в следующем своем видео. Оно будет про то, как Дима учился и получал образование уже на профессию, и о том, чем занимается сейчас Дима, как он развивается, когда школа уже позади. Не забывайте подписываться на наш канал. Дима выбрасывает очень много видео по своему развитию сейчас. Вам успехов! Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Спасибо за просмотр. Присоединяйтесь к нам. Будем трудиться вместе на результат. Если видео понравилось, ставьте пальчик вверх. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наше новое видео. А также, кто не подписался, подписывайтесь на канал в Инстаграме Полович Дмитрий. Там вы увидите интересное видео с нашими каждодневными тренировками и много интересного из жизни Димы. Пока-пока!